Всем привет! Привет. Сегодня мы отправляемся на прогулку по городу Измир. Обычно мы путешествуем на машине, но сегодня мы решили, так скажем, отправиться на общественном транспорте, на метро. И я вам с удовольствием покажу, как выглядит турецкое метро. А путь мы держим в центр Измира, на площадь Конак, ну и оттуда куда-нибудь еще прогуляемся. Итак, чтобы передвигаться по Измиру на общественном транспорте, нам понадобится вот такая карта. Называется она Измир-Кар. Действует на метро, на автобусы, на вапуры. Приобрести можно на любой станции, вот в таких киосках. И стоимость карточки всего 6 лир. Карта продается пустая, поэтому вам необходимо будет ее пополнить. И сделать это можно вот в таком автомате. Одна поездка в метро стоит 2 лиры 65 курушей. Но что интересно, в Измире действует следующая система. После того, как автомат снимет с вашей карточки деньги, в течение 90 минут вы можете сделать до 7 пересадок абсолютно бесплатно. Причем и на автобусы, и на вапуры, и на трамваи. Сегодня воскресенье, поэтому в метро очень-очень много народу. Приходится ехать стоя. Часть метро в Измире проходит под землей, а другая часть – наземное метро. Итак, вышли мы на станции Конак, она находится под землей, и поднимаемся вверх. Мы сейчас находимся на площади Конак, и первое, что мы увидели, это огромный парк с огромными кактусами. Площадь Конак по праву можно назвать главным туристическим районом города. Здесь всегда очень многолюдно. Вдобавок ко всему, с площади напрямую можно попасть к главной городской набережной. Сейчас я нахожусь в центре города Измир, в его сердце, где располагается часовая башня. Это площадь Конак. Если вы когда-то бывали в Турции, то наверняка видели, что практически в каждом городе в центре есть часовая башня. Но у этой башни очень интересная история. Башня была построена в 1901 году французским архитектором Раймондом Чарльзом Пире и стала подарком султану Абдул-Хамиду в честь 25-летия восхождения на трон. Но что интересно, башня в центре города очень похожа на башню, ранее располагавшуюся рядом с христианской церковью. Кстати, мы обязательно туда сегодня отправимся. Башня выполнена в позднем оттоманском стиле, а ее фундамент сделан в форме восьмиугольника. В основании белый мрамор, а другая часть башни выполнена из тесаного камня. С 4 сторон располагаются источники с водой. Каждую из 4 сторон башни украшают часы, подарок немецкого императора Вильгельма II. Кстати, рельеф полумесяца со звездой, символа Турецкой Республики, был добавлен намного позже, в 1927 году. А сейчас я иду кормить голубей. Как вы заметили, здесь их очень много. У милой бабушки я купила вот такой стаканчик какой-то крупы, всего лишь за лиру. Отличный способ сделать красивые фотографии. Позади меня располагается старейшая мечеть города Измира. Она была построена в 1748 году и в 1964 полностью реставрирована. И на сегодняшний день это действующая мечеть, и сейчас там идет намаз. Название мечети Яхлы, что в переводе с турецкого означает «прибрежная». Мечеть украшена изящной голубой плиткой, которая была привезена из Кютахи. А сейчас мы, собственно, и идем к той церкви, про которую я вам говорила.
Это греческая церковь, которая носит имя Айя Фотини, но на сегодняшний день сюда молиться также приходят и русскоязычные православные христиане. Рядом с церковью располагается большое кладбище, к слову, этому кладбищу порядка 2 веков. Это мы можем увидеть из надписей на могильных плитах. Здешние захоронения датируются 1800 годами. Храм, который мы видим сегодня, был построен в 1940 году, но история этой церкви началась намного раньше, в то время, когда на территории тогда еще Смирны жили греки-христиане. Во время Большого пожара в Измире в 1922 году храм был полностью сожжен, как и весь греческий город. Здесь, кстати, можно также поставить свечку. Стоимость одной свечки 1 лира. Одну не могу понять. Вот сюда, вот в это отверстие кладется монетка. То есть все на честность, скажем. Так, берете свечку и кладете монетку. Я кидаю 2 лиры и, собственно, беру 2 свечки, хочу их зажечь. Как всегда, мы можем увидеть, что здесь 2 части. Я так понимаю, что эта часть ставится за здравие, и в этой части ставится свеча за упокой. Ну вот, собственно, такая у нас небольшая прогулка сегодня получилась. Это крошечная толика Измира, и я обязательно продолжу вас знакомить с этим прекрасным городом. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, не забывайте подписываться на канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.